Дональд Трамп прибыл на открытие библиотеки Рузвельта на специальном поезде, а кортеж американского президента в Северной Дакоте сопровождали ковбои. Позже, во время открытия библиотеки, Трамп не хотел расставаться с медалью почета. Он заявил, что с радостью наградил бы ею самого себя, но так и не придумал повода. А еще американский президент заявил, даже если в День независимости США будет очень жарко, он все равно выступит с длинной речью. Потому что может все. Президент Украины прибыл в Ирландию, которая следующие полгода будет председательствовать в Совете Европейского Союза. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в турне по Южному Кавказу. Первая остановка – Азербайджан. Когда жена с характером. В Мексике мэр одного из городов заключил символический брак с самкой каймана. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп превратил поездку в Северную Дакоту в настоящее историческое шоу. Он приехал на церемонию открытия президентской библиотеки 26-го президента США Теодора Рузвельта. На место Трамп прибыл на специальном поезде Freedom 250, украшенном к 250-летию независимости страны. Выйдя из вагона под скандирование USA, президент подошел к собравшимся сторонникам, пожал им руки и пообщался с людьми. Затем его кортеж, который сопровождали всадники в образе легендарных лихих наездников Рузвельта, отправился к библиотеке. Заодно Трамп впервые публично воспользовался новым Air Force One, самолетом, который Катар подарил Соединенным Штатам. Несмотря на критику из-за такого подарка и стоимости его переоборудования, американский лидер заявил, что страна может гордиться новым бортом, а прежний, по его словам, не выглядел достойно Америки. После Северной Дакоты в программе президента поездка к горе Рашмор и новые праздничные мероприятия к 250-летию США. Дональд Трамп пополнил коллекцию необычных президентских жестов. Во время открытия президентской библиотеки Теодора Рузвельта в Северной Дакоте он передал музею хранившуюся в Белом доме медаль почета Теодора Рузвельта, высшую военную награду страны. Во время церемонии Трамп не удержался от шутки. Президент заявил, что с удовольствием наградил бы этой медалью самого себя. Но, по его словам, не разрешают. Он добавил, что даже сыновья не смогли придумать, за что именно ему можно вручить такую награду. Большое спасибо. Эта награда много-много лет находилась в рузвельтовской комнате. И когда я услышал об этом, то сказал, может быть, мы подумаем. Но потом я увидел, что вы сделали, какой великолепный комплекс вы построили. Это настоящая библиотека, это музей, это центр. И это великая дань уважения. Тогда я сказал, давайте заберем ее из рузвельтовской комнаты, которая является очень важной комнатой в Белом доме. Я постоянно ею пользуюсь. Мне будет немного одиноко там без нее, но я подумал, что это действительно подходящее место для нее. И еще она особенная. Вы очень особенный человек. Очень немногие люди получают такую награду. Знаете, я хотел вручить такую самому себе, но мне сказали, что нельзя. Вот мои сыновья здесь. Оба. Я сказал, ребята, я бы очень хотел вручить одну самому себе. А что такого я сделал? Заслужил ли я ее? И они не смогли ничего придумать. Так что сегодня я ими недоволен. Выше этой награды только медаль почета Конгресса — это высшая награда, которая у нас есть. У вас же президентская медаль свободы. Она больше относится к гражданским заслугам. Но эти две награды, особенно та, потому что пройти через то, что требуется для ее получения, очень тяжело. После этого Трамп вместе с министром внутренних дел США Дугом Бергомом перерезал символическую ленту, официально открыв библиотеку. Это первый официальный визит президента в новый музейный комплекс, посвященный жизни и наследию Рузвельта, которого Трамп не раз называл одним из своих политических ориентиров. Библиотеку стоимостью около 450 миллионов долларов построили недалеко от города Мидоры, в регионе Бэдлендс. Это место выбрали не случайно. Именно здесь Рузвельт несколько лет жил на ранчо. А позже говорил, что без этого периода своей жизни не стал бы президентом Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп выступил на церемонии открытия президентской библиотеки Теодора Рузвельта в Северной Дакоте, где обратился к исторической роли США и текущим международным вопросам. Он раскритиковал союзников по НАТО, отдельно упомянув Испанию, а также провел параллели с эпохой испано-американской войны. В завершении выступления Трамп перешел к Кубе, заявив, что спустя десятилетия страна, по его мнению, движется в сторону США, что уже вызвало политические обсуждения. Ах, испанцы! Они члены НАТО, но не очень хорошие члены НАТО. Они говорят, нет, мы не хотим помогать другим людям. Что мы вообще делаем? Они ведут себя нехорошо. Они скоро поймут, после того, как утратили контроль над Кубой, Гуамом, Филиппинами и Пуэрто-Рико. И все это было нашим. Мы все это получили.
И говоря о Кубе, после многих десятилетий она снова движется в нашем направлении. США не позволят Китаю взять под контроль Панамский канал. Об этом заявил Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Дакота. По его словам, строительство канала обошлось Соединенным Штатам слишком дорого, как в финансовом плане, так и в человеческих жизнях. Трамп вновь раскритиковал решение Вашингтона передать Панамский канал под управление Панамы, заявив, что после этого тарифы на проход судов неоднократно повышались. Мы потеряли 38 тысяч человек при строительстве Панамского канала. Наших людей. 38 тысяч человек погибли, строя Панамский канал. Когда он открылся, с первого же дня он был очень успешным, а потом мы его отдали. Это было самое дорогое сооружение, которое мы когда-либо построили. И одновременно самое прибыльное, которое мы когда-либо построили. Отличное сочетание. Нечто похожее получилось с Венесуэлой. Мы хорошо поработали в Венесуэле. На самом деле, не хуже у нас сейчас получается и с Исламской Республикой Иран. Возможно, вы об этом слышали. Но подумайте только. Панамский канал. Мы его отдали. И первое, что они сделали, знаете что? Они повысили плату за проход судов в 4 раза. И не потеряли ни одного судна. Потом подняли цены еще вдвое. И снова не потеряли ни одного судна. Все, что они делали, это зарабатывали огромные деньги год за годом. Насколько же это было глупо. А теперь Китай пытается взять Панамский канал под свой контроль. И мы не позволим этому случиться. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить с длинной речью на праздновании 4 июля в Вашингтоне, несмотря на ожидаемую экстремальную жару около 42 градусов Цельсия. Он подчеркнул, что не откажется от выступления даже в таких условиях, отметив масштаб предстоящего празднования 250-летия США и вечернюю программу на Национальной аллее. 4 июля будет примерно 107 градусов Фаренгейта. И я пойду и произнесу очень длинную речь, просто чтобы показать, что я могу все. Выступление запланировано в рамках масштабного празднования 250-летия США. Ожидается, что вечерняя программа начнется около 19:00, а речь президента ближе к 10 вечера по местному времени. После нее в Вашингтоне состоится большое авиашоу и фейерверк, который, по заявлению организаторов, станет одним из крупнейших в истории города. Синоптики предупреждают, что жара в столице США в этот день будет экстремальной и сохранится даже к вечеру, что может сделать мероприятие испытанием как для зрителей, так и для участников. Оккупированный Крым стал одной из главных целей украинских беспилотников и нового этапа технологической войны. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на совместной пресс-конференции в Киеве с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. По словам Федорова, украинские дальнобойные дроны позволяют наносить удары по военной инфраструктуре, логистике и объектам снабжения на полуострове. На фоне этих атак оккупационные власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за топливного кризиса и временно прекратили продажу бензина населению и коммерческим организациям. Крым стал целью для украинских беспилотников. Думаю, это связано с новым технологическим этапом войны и с тем, что украинские беспилотники получили возможности использовать технологии, позволяющие проводить подобные операции. Фактически, Крым превратился для России в полноценную военную базу, которая используется для продолжения оккупации юга нашей страны и переброски сил на восток Украины. Поэтому с военной точки зрения это важнейшая цель для нас, в том числе с учетом нынешней логистики противника. Также Украина и Швеция приступили к практической подготовке передачи истребителей «Гриппен». Стороны обсудили график поставок, подготовку украинских пилотов и применение ракет большой дальности «Метеор». Отдельно речь шла о новых поставках средств ПВО, совместных проектах по производству вооружений и развитию украинских ударных беспилотников. Технологическое развитие нашей страны привело к тому, что сегодня мы способны проводить подобные операции. И мы работаем над тем, чтобы этот технологический потенциал рос с каждым днем, чтобы мы могли проводить новые операции с еще большей эффективностью, и не только в Крыму.
Мы постоянно учимся у вас, и благодаря сотрудничеству с каждым днем становимся сильнее. Мы перенимаем опыт вашей оборонной промышленности, учимся у ваших военных, и это крайне важно и для нашей собственной безопасности. Поэтому речь уже идет не просто о поддержке Украины. Это настоящее стратегическое партнерство, потому что Украина становится одним из гарантов безопасности всей Европы. Владимир Зеленский прибыл в Дублин, столицу Ирландии, которая официально приступила к председательству в Совете Европейского Союза. Главной темой переговоров с премьер-министром Михолом Мартином стали переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Зеленский заявил, что рассчитывает открыть все переговорные кластеры о вступлении страны в ЕС именно в период 6-месячного председательства Ирландии и призвал Европу выполнить данные Киеву обещания. Поздравляю Ирландию с началом председательства в Совете Европейского Союза. Это всегда огромная ответственность, особенно сейчас, когда мы должны защищать жизни людей и наши ценности от антиевропейской агрессии России. Каждой стране сегодня необходимы современные средства как минимум для контроля и защиты собственного воздушного пространства и морских границ. Без Украины, без украинского опыта и компетенции в сфере безопасности, проверенных современной войной, сегодня просто невозможно гарантировать безопасность, особенно когда речь идет о противовоздушной обороне и морской безопасности. Именно поэтому я призываю всю Европу к максимально тесному сотрудничеству. Мы должны поддерживать каждый шаг, который затрудняет для России продолжение этой войны. Россия действует не по доброй воле. Она не прекратит войну только потому, что кто-то ее об этом попросит. Самые влиятельные мировые лидеры, включая президента Соединенных Штатов, уже заявили России, что эта война должна закончиться. Однако Путин хочет продолжать воевать. И это действительно так. Михол Мартин подтвердил неизменную поддержку Украины, назвав российское вторжение грубым нарушением международного права и подчеркнув, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы. Одновременно он подтвердил намерение Ирландии содействовать дальнейшему продвижению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Ваш сегодняшний визит является подтверждением прочных связей между Ирландией и Украиной, а также того, что Украина — неотъемлемая часть Европы. Жестокая война, развязанная Россией против вашей страны, является грубым нарушением международного права. Она противоречит всем принципам, на которых основаны Ирландия и Европейский Союз. Спустя более 4 лет после начала полномасштабного российского вторжения особенно потрясает тот факт, что сегодня эта война уносит больше жизней среди мирного населения Украины, чем в любой другой момент с начала российской агрессии. На кону стоят не только фундаментальные интересы Украины и ее народа. На кону безопасность всей Европы и основанный на международных правилах мировой порядок, от которого зависит безопасность всех нас. Мы все хотим одного и того же для народа Украины. Украинцы заслуживают жить в мирной и процветающей стране с безопасными и международно признанными границами. Мы хотим видеть Украину на ее законном месте, в европейской семье государств, объединенных общими ценностями. Сегодня Ирландия принимает на себя председательство в Европейском Союзе, и я подтверждаю нашу неизменную поддержку Украины. Мы будем работать над тем, чтобы Украина продолжала получать политическую, финансовую и военную помощь, необходимую для отражения российской агрессии. Мы будем добиваться продолжения выделения кредита поддержки Европейского Союза. Мы будем усиливать давление на Россию, чтобы лишить ее доходов, позволяющих вести эту незаконную войну, и заставить ее сесть за стол переговоров. Это включает скорейшее согласование 21-го пакета санкций, а также подготовку возможного 22-го пакета «Место Украины в европейской семье». Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в прошлом месяце стало очень важной вехой. Мы должны сохранить этот импульс, и во время председательства Ирландии будем добиваться открытия всех оставшихся переговорных кластеров до окончания нашего мандата. Отдельное внимание было уделено усилению санкций против России. Президент Украины призвал расширить ограничения против российского теневого флота и европейских компаний, которые, по его словам, продолжают поставлять продукцию для российского военно-промышленного комплекса. Во время переговоров также обсуждалась работа ирландского завода «Аугиниш Алумина», принадлежащего российской группе «Русал». Зеленский выразил надежду, что расследование властей Ирландии завершится в ближайшее время. Также Киев и Дублин намерены расширить сотрудничество в сфере ВПК. Сегодня мы начали обсуждение с Ирландией сотрудничества в сфере беспилотников и новых технологий. Мы предлагаем соглашение по дронам и связанным с ними технологиям. Это открывает возможность для налаживания прямого и эффективного сотрудничества между нашими предприятиями и компаниями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на существующие между Киевом и Варшавой разногласия в оценке отдельных исторических событий, сегодня главным приоритетом остается единство перед лицом российской агрессии.
По его словам, Украина защищает не только себя, но и безопасность всего Европейского Союза. Зеленский также выразил надежду, что польское правительство продолжит поддерживать европейскую интеграцию Украины и ее вступление в ЕС. И я считаю, что это тоже очень важный момент. Мы защищаем и отстаиваем не только Украину, хотя, конечно, прежде всего Украину, но и другие европейские страны. И я думаю, что в интересах всех государств как можно скорее принять Украину в Европейский Союз. Конечно, у Украины и Польши были сложные периоды в нашей общей истории, но подобные трудности в прошлом были у большинства европейских стран. Однако мы живем настоящим. Сегодня у нас один агрессор. Сегодня у нас есть единство. Мы защищаем Европейский Союз и должны думать о безопасности наших людей и о будущем. Поэтому я надеюсь, что в будущем нас с Польшей будет объединять гораздо больше, чем разделяло в прошлом. А тем временем стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправится в Варшаву с предложением включить в пантеон Украины генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручка. Фигуру, которую в Украине и Польше считают символом совместной борьбы против большевиков. В 1920 году Безручка командовал 6-й сечевой дивизией, участвовал в совместном украинско-польском походе на Киев, а затем возглавил оборону польского города Замостье. Его подразделения остановили наступление Первой конной армии Семена Буденного, не позволив ей прийти на помощь советским войскам под Варшавой. Это стало одним из ключевых факторов победы Польши в Варшавской битве, после которой Красная армия была вынуждена отступить, а Советская Россия подписала Рижский мирный договор, отказавшись от планов продвижения революции в Центральную Европу. Сегодня Марко Безручка считается одной из ключевых фигур украинско-польского военного сотрудничества. Его именем названы сквер в Варшавском районе Воля, сквер в Гданьске и круговая развязка во Вроцлавском районе Стабловицы. Предложение Киева включить Безручка в национальный пантеон может стать символическим жестом примирения на фоне продолжающегося острого диалога Украины и Польши по вопросам общей истории и исторической памяти. Япония продолжит поддержку Украины и сохранит санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Токио. По его словам, Токио также намерен расширять участие японского бизнеса в восстановлении Украины и продолжит сотрудничество с Киевом в сфере безопасности. Для достижения справедливого и прочного мира в Украине Япония продолжит поддержку Украины и сохранение санкций против России в тесной координации с международным сообществом. Кроме того, мы будем и дальше продвигать помощь в восстановлении и реконструкции страны совместными усилиями государства и частного сектора при активном участии японского бизнеса. В сфере безопасности мы рассмотрели сотрудничество, которое Япония уже предоставила, оценили его результаты и договорились продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество между Японией и Украиной. В свою очередь, Андрей Сибига поблагодарил Японию за более чем 20 миллиардов долларов помощи, которые Киев получил с начала полномасштабной войны. По его словам, эти средства направили на разминирование, медицину, сельское хозяйство и образование. Отдельно глава украинского МИД отметил вклад Японии в сфере безопасности и заявил, что Украина готова расширять сотрудничество, в том числе в области беспилотных технологий. А также поблагодарил премьер-министра Японии Санае Такаити, которая на саммите G7 в Эвиане подтвердила дальнейшую поддержку Украины. Андрей Сибига также рассказал японскому коллеге о ситуации на фронте, российских ударах и перспективах мирных переговоров. По просьбе украинской стороны Япония также выразила готовность через ЮНЕСКО помочь в восстановлении поврежденной российским ударом Киево-Печерской лавры. Благодарим Японию, благодарим каждую японскую семью. Благодарим правительство за беспрецедентную помощь Украине с первых минут жестокой российской агрессии и за предоставленную нам поддержку на сумму около 20 миллиардов долларов, в частности в сферах разминирования, медицины, сельского хозяйства и образования. Мы признательны за нелетальную помощь, вклад в программу Pearl и другие решения правительства Японии. Вы демонстрируете настоящее лидерство, и мы готовы развивать это направление сотрудничества, прежде всего в сфере беспилотных технологий. По итогам встречи министры подписали соглашение о продолжении японской стипендиальной программы JDS. В рамках гранта почти на $500 тысяч украинские государственные служащие смогут проходить обучение в японских университетах, чтобы после возвращения участвовать в реформах и послевоенном восстановлении страны. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала турне по Южному Кавказу с визита в Азербайджан. В Баку она провела переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Главные темы – энергетика, торговля, транспортные коридоры и расширение сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном. По итогам встречи Еврокомиссия объявила о новом инвестиционном пакете Global Gateway объемом до 200 миллионов евро.
Средства направят на развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры Южного Кавказа, включая проекты, которые должны укрепить связи региона с европейским рынком. Европейские СМИ отмечают, что Брюссель стремится ускорить развитие среднего коридора, маршрута, соединяющего Европу с Центральной Азией и Китаем в обход России. Азербайджан играет в этой стратегии ключевую роль, как транзитная страна и поставщик энергоресурсов. После сокращения импорта российских энергоносителей, поставки азербайджанского газа в Евросоюз продолжают расти. А Баку остается одним из основных партнеров ЕС на Южном Кавказе. Уже сегодня Урсула фон дер Ляйен продолжит турне в Армении, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняном. Ожидается, что одной из центральных тем станет нормализация отношений между Ереваном и Баку и развитие региональных транспортных проектов. В венесуэльском городе Ла-Гуайра спасатели, волонтеры и местные жители продолжают разбирать завалы в надежде найти пропавших без вести людей. Город остается одной из наиболее пострадавших территорий после двух мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли 24 июня с интервалом всего в 39 секунд. По последним данным, в стране погибли не менее 1945 человек. Более 10,5 тысячи получили ранения. А ООН предупреждает, что последствия катастрофы могут затронуть до 6,8 миллиона жителей страны. Разрушены тысячи зданий, многие районы превратились в руины, а жители жалуются на нехватку тяжелой техники, из-за чего нередко вынуждены самостоятельно разбирать обломки в поисках выживших и погибших. Одним из тех, кто продолжает поиски, остается Фернандо Родригес, который с фотографией своей 19-летней племянницы обходит места разрушений, надеясь узнать ее судьбу. Международные спасательные команды продолжают работу, однако с каждым днем шансы обнаружить людей живыми уменьшаются, а недовольство жителей темпами спасательной операции растет. Мне ужасно плохо. У меня там 19-летняя племянница. Мы знаем, что она была здесь, потому что разговаривала по телефону со своей матерью, и с тех пор мы ничего о ней не слышали. Мы знаем, что они находятся в той части здания, которая, возможно, наиболее сильно пострадала, потому что именно там здание обрушилось во время землетрясения. Доступ затруднен, но мы должны продолжать бороться, потому что мы должны найти ее. Хотя мы многое сделали, я чувствую, что еще многое предстоит сделать. И этот этап займет несколько дней. Я прошу людей, находящихся за пределами нашей страны, оставаться едиными. Мы не спасем себя своими собственными усилиями, поэтому, пожалуйста, проявите солидарность и окажите любую возможную поддержку. Восстановить город Ла-Гуайра сложно, потому что эта ситуация продлится долго, и нашим друзьям, братьям и сестрам в Ла-Гуайре потребуется очень много поддержки. Неделя пролетает мгновенно. Но на самом деле один день кажется 3 или 4 из-за объемов работы, которую здесь выполняют все. И местная, и международная гуманитарная помощь действительно впечатляет. И мы все здесь живем одной только надеждой. Уникальное предложение руки и сердца на вершине небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке. На высоте 443 метра молодой человек опустился на колено перед своей спутницей, после чего пара обнялась и развернула баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Эта цитата из одного из интервью Джимми Хендрикса стала одним из самых известных пацифистских лозунгов, подчеркивая идею, что мир возможен лишь тогда, когда любовь и сострадание оказываются сильнее стремления к власти. После предложения руки и сердца молодые люди самостоятельно спустились вниз, где были задержаны полицией и сейчас находятся под стражей. К операции привлекли около 40 сотрудников полиции. Американские СМИ называют задержанных известными руферами Анджелой Николай и Иваном Биркусом, которые неоднократно поднимались на высотные здания в разных странах мира. Теперь следователи выясняют, как им удалось проникнуть на антенный шпиль одного из самых известных и охраняемых небоскребов США. В мексиканском городе Сан-Педро-Уамилула мэр Даниэль Гутьеррес в рамках многовековой традиции заключил символический брак с самкой каймана по имени Ана Синтия Рамирес Ахумада. Перед церемонией рептилию, одетую в белое свадебное платье, пронесли по улицам города, где местные жители танцевали и участвовали в праздничном шествии. По традиции коренных народов штата Оахака кайман считается воплощением Матери Земли, а союз с главой общины символизирует единение мира людей и мира богов, которое должно принести хороший урожай, достаток и благополучие. Считается, что этот ритуал существует как минимум с XVIII века. Кульминацией церемонии стал символический поцелуй мэра с рептилией, после чего празднование продолжилось народными гуляниями. При этом с крокодилом все в порядке. Во время обряда животному связывают пасть в целях безопасности. После завершения церемонии его возвращают в естественную среду обитания.
Она к нам приходит, чтобы принести благополучие общине, чтобы был дождь, урожай, радость. Вот почему она приходит. И да, это самая лучшая жена для мэра города. К счастью и благодаря Богу, здесь, в этой общине, у нас всегда было это. Мы всегда были пионерами в деле сохранения природы, уважения к природе, поддержания баланса между человеком и окружающей средой. Люди всегда говорят о том, как мы сохраняем нашу землю, наши холмы и все такое, потому что для нас здесь это приоритет — сохранение баланса между окружающей средой и нами.